Wolfenstein — одна из вселенных, которая затронула меня в детстве еще в игре Return to Castle Wolfenstein. Игра была годная, отчасти на то время жуткой и страшной, и я решила поиграть в более современные части. Узнать их сюжет, за что запомнилось, и в принципе серия игр и испытать себя на прочность. Ибо после Ультракилла я поняла, что на самом деле подобного рода игры мне, оказывается, очень нравятся. На повестке видео у меня игра Wolfenstein The New Order. Я разберу сюжет, персонажей, насколько трудно было проходить игру, все ее плюсы и минусы. Потому что в этой игре самому я бы вам не посоветовала. Принесите себе на стол что-нибудь вкусненькое, к этому всему лютый запивон, выровняйте спинку, а я начинаю. Решила я пройти игру сразу же на самом трудном уровне сложности Юба, чтобы прочувствовать игру на максимум, ибо было очень интересно, чем игра может быть так трудна. Мне снится запах барбекю. Я слышу детей. Собачий лай. Вижу кого-то. Не пойму кого. Все это не для меня. Мой мир — рев моторов, солдаты. Или темнота, или бой. Нам показывают желаемую жизнь нашего дорогого и самого повторимого главного героя Биджея Блазковица, который является главным героем всех игр Wolfenstein. Раскрывает это так, что он мог так же, как и любой другой обычный человек, наслаждаться жизнью, разложившись на приятном шезлонге, любящая и хорошо готовящая жена, и все это приправлено очень ярким солнцем. Но наш Блазковиц совсем не такой человек. Всю жизнь он только и слышит рев моторов, выстрелы, взрывы, поэтому резко перемещаемся в суровую реальность. У нас будет старый друг на летающем самолете, чтобы починить трубопровод. Тут же и начинаются первые трудности игры на современном ПК в виде лока на 60 FPS. Половину жизни я играю на 144 Гц, и мне очень больно смотреть на это ограничение в виде 60 FPS. Поэтому интернет, моды и прочее. Наконец-то я нашла способ преодолеть этот барьер FPS, и можно спокойно продолжать. Но должна предупредить, что если вы захотите также пройти эту игру и поставить подобный мод, будьте готовы к тому, что в игре встретятся моменты, которые не дадут вам пройти дальше уровня. Из-за того, что движок тупо не подстроен на поддержку 144 Гц монитора, и позже вы узнаете почему. Некоторые настройки игры сумели даже нагрузить мой комп настолько, что игра не шла на 100 FPS, поэтому пришлось немного снизить. Эх, как же приятно быть не графодрочером, а плавно дрочером в 144 FPS. Игра летает, а мне большего и не надо. Хотя игра 2014 года, попрошу заметить. Чиним трубопровод, сбрасываем груз, чтобы было легче лететь, ибо нас протаранили другим самолетом. Возвращаемся к старому другу, которого зовут Фергюс Рид. Ну и занимаемся обычным делом. Расстреливаем технику фрицев, чтобы успешно долететь до пункта назначения. Смерть снова стучится в дверь. Зовет меня. Но сегодня мне не до тебя. Сначала надо войну выиграть. Еще дышишь, везучик. Какой же ты живучий, господи. Да и не говори, Фергюс. Я сама в шоке от того, что Блазковица вплотную врезался в самолет, а он выжил. Ладно, таких моментов в игре еще ой-ой-ой будет. Не переживайте. Из другого ближайшего самолета вещает, я бы даже сказала, истерит рядовой Вайет, который вообще не шарит в управлении самолетом, но при этом отлично справился. Наш самолет, я напоминаю, подбили, поэтому перебираемся к Вайету. Оказывается, наш Блазковиц еще и звание капитан, поэтому его все уважают. Забыл упомянуть, что русской озвучкой занимались умельцы из Mechanics Voice Over, за что я говорю огромное спасибо. Озвучка вышла только в этом году, отчего во много раз приятнее проходить, слыша родные русские голоса. Встречаем мною очень любимого Вайета, который в диком шоке, ибо для него это был лютый адреналин управлять самолетом. Просто пилота убили, а самый смелый Вайет все сделал правильно. Кондор 9, держите курс! Твою мать, Гордон, да нас порвут! Слушай меня, Фергюс! Спасибо, сэр! Просрем операцию и просрем Европу, вот и все! Мы его немного успокаиваем и погружаемся в воду, просыпаемся уже на суше. Отчетливо видно, что фашисты время зря не теряли. Механизированные собаки с острыми железными зубами, ходячие и здоровые роботы, да и в принципе вся техника у Германии очень развилась. Ключевые персонажи остались живы, но они в ловушке, и кто как не как Блазковиц, разумеется, должен их спасти. Садимся за пушку и разбираемся с вредителями. Фергюс рассказывает, что все пройти не могут, поскольку тут мощный полевой зал, через который пробраться, ну вот прям невозможно. Что ни на есть неудивительно, разумеется, именно
именно капитан, и именно Бласковиц должен туда пробраться и всех чудом убить. Я пробираюсь и всех чудом убиваю. На первое время игра в сложности еще не показывает, и разработчики это сделали специально, чтобы казалось, что игра и вправду не особо легкая. Но позже вы увидите, насколько игра может приносить ментальную боль. К слову, геймплей динамичный, есть подкаты, но по арене, как в Ультракилле, тут не попрыгаешь, чего мне не хватало всю игру. Прокачка в игре есть, но оформлена она весьма необычно, что круто, но она сложно реализуема. Скрытность, тактика, бой и взрывчатка. Это, так скажем, задания, за которые нам будут даровать возможности в игре. Но это потом. Сейчас у нас сюжет. Собачка! Опор! Ух ты! Эй, вы как, капитан? Я помогу, давайте руку! Рядовой Вайт. Хороший парень. Давайте я помогу, отблагодарите потом! Вайт нас успешно спасает, и Фергюс рассказывает про главную цель всего сюжета игры — генерал Череп. Чтобы сильно ослабить врага, этого генерала Черепа нужно срочно убить, тем самым нацистской Германии ой как не поздоровится. Теперь же задача открыть главные ворота, чтобы американская техника смогла зайти внутрь. Поэтому забираемся через верх. Итак, первый баг в игре, я его назову 25-й кадр. Просто каждую секунду появляется на короткое время какое-то другое изображение. Фиксится это сменой частоты кадров. Возвращаемся к 60 Гц, разбираемся с фрицами, проходится все это достаточно легко и сложности особо не чувствую. Проникаем дальше в лабораторию того самого генерала Черепа, где пытали заключенных. Вайт случайно включает режим крематория. Я бы его назвала идиотом, но уж слишком мне понравился этот персонаж, с кем не бывает. Вроде как спаслись, а вроде как... Капитан! Сэр! Знаете, что это? Разбираюсь с боссом, и мы снова в ловушке. Что вы там делаете? Мои люди гибнут снова и снова. Я потерял счет. На этом языке. На мертвом языке. Ты? Я тебя знаю. О, ты хорош, очень жизнеспособный. Ты бы мне пригодился. О, какие глаза! Надо же! Не трожь его, блядь! Твои глаза тоже ничего. Не подходит. Его уже поломали. Как шаг. Капитан Бласковиц, помоги мне выбрать. Как считаешь, кто из них лучше подойдет для моих исследований? У меня места не хватает для образцов. Если я не получу ответ, придется вскрывать обои. А это займет очень много времени. Припизнутый на всю голову череп заставляет меня выбрать, кого убить и забрать глаза. Фергюс, конечно же, очень хороший, способный старик, но все же, как говорится, дорогу молодым. Поэтому я выбираю Фергюса. Несмотря на то, что Вайт нас случайно подставил, подает он надежды в том, что он очень хороший и способный солдат, уже во второй раз спасая нас. О, боже! Сэр, у меня идея. Подыграйте мне. О, нет! О, боже! Отпусти его, черт побери. Сербеды в старый веч мешок! Не унывай! Не унывай! Купички есть и табака!
расколошмачиваем местное оборудование и вызываем большой бум, оставляя на себе памятный шрам. И это был еще только пролог. Бласковиц, как обычно, выживает чудом. Исходя из катсцены, можно понять, что времени прошло очень много. За нами ухаживали, и перед нами же забирали других больных для испытания. Бласковиц наконец-то пришел в себя, а это значит, продолжаем нашинковывать нацистов. Всех убили, кроме Ани, вот ее нам и надо спасать. Всех убиваем и знакомьтесь, новый баг, сами знаете из-за чего. Боевая машина должна выпускать ботов, но из-за моего мода эти летающие дроны просто застревают в земле. При самом первом прохождении подобные темы и сподвигли меня дропнуть эту игру, аж в 2020 году. Но я купила почти всю серию игр Wolfenstein и... блин, придется проходить, что я зря деньги потратила, что ли. На прологе было несложно, а после пролога на первой же миссии я еле-еле смогла пройти уровень с первого раза с малым количеством хп. И да, по канону Бласковица зовут Уильямом, но конечно же мы всегда его будем называть просто Бласковиц. Аню мы спасли, и она отвезла нас к ближайшим родственникам, которые очень сильно горюют по смерти ее отца, который заведовал той клиникой для больных. Сейчас 60-й. 60-й? Да. Да. Ты с нами 14 лет. Сейчас 60-й. Надо связаться с американским командованием. Я найду свой полк, сообщу, что жив и готов. Нет, война кончилась. Все кончилось. Нет больше никаких полков. Нет. Война не кончилась. Вон сколько нацистов вокруг. Они победили. Все кончено. Нацисты правят миром. Они повсюду. Повсюду. А как же США? США, они... как бы сказать... Поддок. Сдались. Сдались? После... бум. Атомная бомба. Они сдались 12 лет назад. Нацисты сбросили на них атомную бомбу. Тогда найду сопротивление. Найду и буду драться. Нет, нет, нет. Нет больше сопротивления. Всех переловили. И если они живы, значит, в плену. Кто знает, где их держат. Даже несмотря на то, что Германия все-таки победила и все сопротивления были подавлены, наш Бласковиц так легко не сдается и пыткой над фашистом узнает, что основной состав сопротивления сейчас содержится в тюрьме Айхенвальд. Вместе с дедом и Аней добираемся до восточного КПП, а нам нужно срочно попасть на поезд. Разумеется, просто так пройти через КПП нельзя, поэтому убиваем всех. Здесь в этой миссии уже можно понять, как игра будет сложна, а сложна она, ребята, тем, что мобы наносят тебе много хп, а сами, естественно, обладают большим хп. Поэтому нужно очень быстро бегать по локации, собирать хилки и мочить этих здоровяков из-за укрытия тупо в крысу, что не всегда помогает. Попадаем на местный здоровый нацистский поезд, чтобы добраться до тюрьмы. Но перед этим познакомимся с очень интересными личностями. Бласковица никто не знает, поэтому переживать незачем. Знакомьтесь, это парочка капсданутых фрицев, прилизанный Бупи и старая карга Энгель. И про то, что эта парочка, нет, и я не пошутила. Они реально любят друг друга, но давайте ближе к делу. Энгель проводит для нас тест с картинками, какая хорошая, а какая плохая. Но тут выбор невелик, да и влияет он ни на что. Можно, конечно, попробовать самому взять пистолет, но закончится все это... плачевно. Короче, эти полудурки просто угорают над нами. Заносим Ане кофе и делим с ней кровать. Срамота. Ладно, шучу, красавчик. Аня вкратце поясняет нам, что нужно сделать, и теперь пора настало время проникнуть в эту тюрьму и освободить наших недалеких друзей. Но перед этим надыбываем новое оружие, лазерный резак, которым можно прорезать себе путь через клетки. В новой локации игра меня знакомит с механиками стелса, что я капец как не люблю. Но это потом пригодится, игра еще заставит меня заниматься стелсом. Пробираемся еще дальше тюрьмы и мельком уже оказываюсь возле своих старых товарищей, освобождая и из них старый добрый рядовой Вайт, который тоже выжил
хорошо, что очень хорошо. Остальные, как я поняла, не выжили. Через вентиляцию обхожу нацистов, и тут же становится немного трудно, потому что меня выбривает чуть ли не мгновенно, и даже броня не спасает. Все сдохли, а это и не важно. Важно только то, что Вайт выжил, и нам нужно срочно отсюда выбираться. А теперь первая мозговыносящая локация, которую я запомнила, мне кажется, надолго. Если обычный фриц ничем особо не угрожает, и его можно спокойно убить, то бронированный фриц это просто капздец. Мало ли того, что у этого ушлепка много хп, так он вообще не дает тебе шансов нанести ему урон. Если ты по нему будешь стрелять, то он будет стрелять в ответ. И поверьте мне, урона будет больше. Не у меня, а разумеется у него. Вплотную перестрелка со всеми видами оружия ничем не поможет. Тут же игра и заставляет тебя играть в крысу, ведь чтобы его убить, придется юзать либо укрытия, в которых будет меньше шанс, что по тебе попадут, либо закидывайте гранатами. В начале миссии уже идут эти бронированные выблетки, поэтому гранаты оставляю на самого последнего. Сучка! Нет! Охуеть! Просто за 3 выстрела столько хп, пиздец. 3 выстрела, у меня 5 хп, охуеть. Понятно. Ебать. Чё за нахуй? У меня сейчас видеокарта сгорит нахуй. Был у меня такой план, и начинается в игре та проблема, из-за которой я чуть не дропнул игру. В один момент игра решает капец как зафризить, причем намертво. Тотальный дроп FPS. Сначала я думала, что во всем виноват мод, что отбивало все желание проходить игру дальше. В интернете, разумеется, решение проблемы я не нашла. Ну, вроде у этих людей была другого рода проблема. Так что единственным способом проходить игру дальше у меня был заход в меню и смена настроек, что давали, ну, от силы 5-7 минут без лагов нормально поиграть. Иди нахуй! Блин. Беги! А! Да ну нахуй. Ты сдох, и у меня начинает лагать. Из тюрьмы мы вышли и жестко хасаним по Берлину. К большому счастью, Вайт не единственный, кто состоит в сопротивлении, поэтому в дальнейшем проникаем на секретную базу сопротивления, которая находится в канализации. Встречаем нашу старую знакомую Кэролайн, которая выжила где-то. Хз, не проходила в прошлой части в Wolfenstein. Она стала человеком с ограниченными возможностями, но все же борется против нацистов. В местном сопротивлении достаточно много колоритных персонажей, но большинство из них особую сюжетку не несут, поэтому будем затрагивать только важных и вполне интригующих. Знакомимся с Клаусом и его сыном Максом, у которого неполноценный мозг. Оказывается, Клаус как раз таки тоже был нацистом, но он не смог стерпеть того, что делает нацистская Германия с людьми, поэтому он восстал вместе с сопротивлением. Нужно найти папку с необходимой информацией, которую, оказывается, спрятал Макс. Видите ли, Макс знает об этом деле слишком много жести, поэтому он получил психическую травму. Относим папку Кэролайн и решаем стыбзить в одной из баз бесшумные вертолеты, которые очень сильно помогут в достижении победы Америки. Еще один член сопротивления Бобби тоже высказывается, что больше не может терпеть всю эту херотень и готов на все, чтобы это поскорее закончилось. Ну что ж, по коням. Вместе с Бобби проникаем в лондонскую наутику. По дороге Бобби рассказывает, что раньше на наутике шло жесткое сопротивление нацистам, но все накрылось медным тазом, как только нацисты изобрели мониторы, которые крушат все на своем пути. А позже уже и построили эту лондонскую наутику. Монитор, что это и с чем его едят, мы с вами увидим потом. А теперь... Прощай, Бласковец. Сделай все как надо. О, нет. Боже, он это сделал. Спасибо Бобби за помощь. Теперь стало понятно, чего он так взбудоражился, поскорее закончить это все. Лаги все еще присутствуют, только на этом уровне лаги капец как усилились в плане скорости. Я не успеваю сделать даже 2 шага, как тут же у меня начинаются дикие просадки. Я думаю, это все, мне не суждено нормально поиграть в эту игру. Тут уже как будто бы заходить в BIOS, что-то тыкать или переустанавливать винду.
Но я так просто не сдаюсь. Локация с планетарием, правда, немного была затруднительная и достаточно сложная, но я ее прохожу все равно быстро. Проникаем в еще большую глубь наутики и находим документы с секретными артефактами, которые хотят расшифровать нацисты. Достаю новый лазерный резак, но уже тот, который будет нехило стрелять, на случай, если не будет патронов. Лаги меня, конечно, доканывают, но это, сука, дело принципа. Итак, добро пожаловать на мою обитель, на мое место боли, презрения, отчаяния и тому подобное. Ангар. Это вторая по счету локация, которая у меня вызвала дохренище проблем, и это все можно услышать по моим замечательным комментариям во время прохождения игры. Этот улучшенный резак нам дали не просто так, этот уровень мне показал, что разработчики просто так оружием не разбрасываются. И если разработчик тебе дает какую-то новую возможность, значит он заставит тебя ею пользоваться, как бы ты этого не хотел. На уровне нет ни патронов, ни хилок, ни брони, ну, как вам сказать, оно есть, но его просто тупо не хватает, поэтому около 10-15 траев я пыталась пройти в крысу и с укрытиями, и это было чертовски сложно. У мобов до хрена хп, да еще и волну новых мобов тоже не забывают завозить. Все, начинается подвисание, блядь. Бежи! Где хп? А, нет, ну опять, нет, нахуй. Да заебало лагать, нахуй, блять, как это проходить-то, ёб твою. У меня нету столько хп. Блять, еще? Вы чё, блять? Пиздец. Ебанутая миссия в том плане, то что просто дохуища мобов. А хп тебе вообще не дают. Тебе просто их не дают. Еще при этом напрягает лаги, которые сейчас наступают, блять. Вот. Они фиксятся тем, что ты просто заходишь в менюшку. Ни у кого такой проблемы, кроме меня, просто нету. Не нашла я никого. У тебя нет ни хп, ни патронов. И как, собственно, прикажете справляться с этим дерьмом, блять? Пиздец. Она, видимо, и как бы тебе, ну, дает подсказку, что, чувак, используй оружие, которое не требует патронов. Потому что патронов мы тебе все равно не дадим. О, а вот и патрончики кончились. Но за все это время, что я здесь была, что-то ходила, я успела собрать несколько патронов, как бы, да? Но это еще вторые вышли. Там еще третья волна будет. Охуеть, да ну нахуй, я пережила это. Я, блядь, это прошла. За счет того, что я просто не тратила патроны. Я оставила патроны на будущее. Я говорю, мы Гитлера, блядь, победили. С такими-то боссами и с таким-то количеством врагов. При этом не давая ни патронов, ничего не давая. Ну, как бы, тебя заставляют просто... Используй оружие, которое не требует патронов. Вот и все. Бегай, ходи, заряжай, смотри. Вот и все, типа. Думай. Но, блять, как играть, когда, блять, вот такие просто прогрузки? Почему это происходит? Ну вот просто почему? Короче, уровень меня нормально так и смотал, но я успешно его прошла. Вертолеты захвачены, и документы мы тоже успешно забрали. Пока Аня будет расшифровывать эти secret files, нам нужно немного повозиться и надыбать кое-что для Ани, проникая еще в большую глубь канализации. Разумеется, без дронов тут не обошлось. Чё за херню ты творишь? Научную работу. Ты пугаешь Макса. Прости, друг. Не подумал об этом. Его сын? Нет. Ну, вроде. Не знаю я. То есть не его? У Клауса когда-то был сын. Родился в войну. Чудо, как он думал. Они годами хотели ребенка. Он и его жена. Он был бы хорошим отцом. Для нациста. Ну что ж, ребенок родился косолапым. Клаус, конечно, знал, что это значит. Он умолял врачей не сообщать властям. Когда мальчика увело гестапо, они пытались им помешать. Жене пустили пулю в голову. Сыну тоже. Клаус не смог их остановить. И он винит себя? Думаю, да. Он никогда не простит нацистов.
Я специально показал эту касцену, чтобы вы поняли, что игра не просто тупо тир-шутер, а тир-шутер с интересным сюжетом и хорошим раскрытием персонажей. Из касцены можно понять, что Макс является некронным сыном Кройца, но в любом случае в память о своей семье, ибо жену с сыном застрелила та же Германия, которую он служил. Кройц к нам не особо доброжелательно относится, поэтому решаю собрать все потерянные игрушки Максом. Это было, конечно, трудно, но естественно я смогла это сделать. Даже успела немного поиграть в секретный уровень первого Wolfenstein. Заходим к Вайту, чтобы получить ключ от архива. Вайт, мне нужен ключ от архива. Он у тебя? Да, кажется. Отлично. Просто отлично. Что там у тебя? Жетоны. Подполковник Фергюс Рид, ВВС. Снял с его трупа, хотел вернуть королевским ВВС, только не было уже никаких ВВС. Отличный солдат и лучший пилот. Не мое это место. Какое место? Это. Мне было 18 лет, и вдруг мы проиграли войну, мир окунулся в хаос, а собирать обломки и организовывать сопротивление пришлось мне. Неопытный мальчишка против целой нацистской империи. Думаете, я был готов к такой-то ответственности? Из-за моих ошибок так много людей погибло. А вы помните Прендергаста? Он ведь столько всякого дерьма пережил. Ну так вот, я отправил его на задание, и он не вернулся. Это я виноват. Подполковник Фергюс Рид. Он бы знал, что делать. Он бы многих спас. Я что, ошибся? Еще как ошиблись! Еще как! Доверили б мальчишке взрослую работу! Я должен был умереть, капитан, а Фергюс Рид должен был жить! Я больше не ребенок, капитан. Я вижу ошибки других. Вот. Так теперь оставьте меня в покое! В общем, Вайт сейчас переживает не лучшее время, но его можно понять, насколько тяжело порой бывает солдатам переживать все то, что происходит в мире. Ну ладно, в принципе, все сделали, теперь можно гулять Могли бы хоть титры написать, я не знаю. Как будто бы судьба, не находите? Ну, раз так, то остальную часть сюжета я уже затрону в следующем видео. Еще раз для справки, ТГК, Пусти, Twitch, беседы, Discord, все есть в описании. И заранее вам проспойлерю, следующая часть сюжета Вулфина будет еще интереснее, ибо там вы увидите еще больше моих страданий. Разумеется, чем больше лайков и комментариев, тем быстрее я выложу следующую часть. Спасибо большое за просмотр, на этом все.